Приветствую всех гостей и подписчиков канала «Жизнь женщин». Как вы думаете, в чем заключается истинная сила женщины? Женскую половину человечества принято называть слабым полом, и это вполне обоснованно. В физическом плане они намного слабее мужчин, но их организм более вынослив. Иначе как могли бы они вынашивать и рожать детей? Могли бы после страшнейших бед, собрав себя по кусочкам, становиться такими же, как прежде. Вспоминается расхожее выражение, суть которой уловили еще наши предки. Сила женщины в ее слабости. Но слова госпожи Раневской о том, что женщины не слабый пол, ибо слабым полом можно называть только гнилые доски, имеют в себе определенную долю истины. Мужчина и женщина различны по своей природе. Они призваны дополнять друг друга. Женщина должна получать от мужчины чувство надежности и безопасности, а ее партнер должен чувствовать себя настоящим защитником. В этом и есть главная сила женщины. Она побуждает мужчину к конкретным действиям, а иногда и к настоящим подвигам. Второе проявление этого качества – умение проявлять сострадание. Вспомните свое детство. Кто всегда придет на помощь и к кому в первую очередь хочется обратиться во время опасности? Конечно, к маме. Ребенок – это первый, кто получает от мамы подлинную заботу, сострадание и утешение. Причем женщина всегда делает это с особой, присущей только ей нежностью. И та же самая любящая мать может превратиться в настоящую волчицу, защищающую своих детей, если кто-то попробует посягнуть на их безопасность. В такой ситуации женщина превращается в настоящего зверя и очень ярко проявляет свою силу. Представительницам прекрасной половины человечества присуща своя истинная женская сила. Просто не все знают, в чем она заключается и каким образом ее использовать. Что такое женская сила? Да, женщина вряд ли смогла бы совладать с представителем сильного пола, например, в борьбе или в бою, но ведь это и не нужно. Женщины сильны не этим. Как бы парадоксально это ни звучало, но дамская сила – это слабость, которая выражается различным образом. Хрупкость и беспомощность как свойства, пробуждающие в мужчинах защитников и помощников. Мягкость, позволяющая добиться желаемого там, где натиск бесполезен. Нежность, способная преобладать над самой строгой суровостью. Красота, покоряющая мужчин и понукающая их на поступки. Утверждение, что красота правит миром, неполное. И если точнее, то миром правит женская красота. И яркий тому пример – легенда об Одиссее. Конечно, греки те еще поэты, они умеют витиевато и красочно расписывать и в чем-то даже приукрашать события, но все же сага основана на правдивых событиях истории, и это факт. Одно из сильнейших качеств современных женщин – мудрость. Это понятие сборное. В него входит значение того, как и в какой ситуации следует действовать, а еще почти интуитивное понимание истинных мотивов всего, что происходит вокруг. Мудрые женщины – отличные советчики и самые верные соратники своих мужчин. А еще мудрость дарит самостоятельность. Нынешние представительницы прекрасного пола очень независимы, и в этом их сила. Если раньше миром правили мужчины, а дамы находились в зависимом от них положении, то сегодня давно и прочно воцарилось равноправие. У многих может возникнуть вопрос, а является ли проявлением женской силы то, что сегодня женщина вполне может существовать без полноценной семьи? Ей, по сути, не нужен муж или любой другой мужчина. Она решает свою судьбу сама. И это делает представительность прекрасного пола еще более недоступными и желанными. Кто-то скажет, что да, безусловно, ведь она может самостоятельно обеспечить себя и детей всем необходимым. Может построить успешную карьеру и даже открыть свой бизнес. Это ли не проявление силы и духа? Другие же возразят, а где же здесь проявление женской слабости и ожидание помощи от мужчины?
Вспомним о нашем предназначении, без которого теряется смысл жизни каждого человека. Мужская и женская половина должны дополнять друг друга. Окружающий нас мир и мы сами меняемся. Меняются и мужчины, и женщины. Мы не можем идти против этого развития, иначе во время всего жизненного пути будем вынуждены преодолевать трудности, которые сами же себе и создали. Поэтому для полноценной жизни нам необходимо идти в ногу со временем. Сегодня женщина может и способна делать то, что не могли делать ее прародительницы. Таково ее предназначение. Поэтому вовсе нет смысла запирать себя на кухне и ограничиться рождением и воспитанием детей. Еще одно проявление современной женской силы – успешность. Женщин можно встретить среди медиков и менеджеров, инженеров и даже военных. Им доступны любые профессии. История знает немало примеров женщин-летчиц или офицеров, искусных дипломатов или потрясающе талантливых в творчестве известных личностей. И все это сила. Во всем, включая и такую специфическую сферу, как женская сила, хороша умеренность. Если дама совсем уж не может шагу ступить без посторонней помощи, данное положение вещей хорошим не назовешь. Но и перебор с силой до добра не доводит. Слишком сильные духом женщины страшат мужчин на подсознательном уровне. Среди таких дам крайне мало тех, кто счастливо замужем и в чьих семьях царит гармония. Управлять слабым и бесхарактерным мужчиной – сомнительное удовольствие. Да и роль такого плана женщинам не свойственна, так что подобное со временем обязательно приводит к эмоциональной усталости. При избытке силы теряется мягкость, а значит и женственность. Такие дамы не могут обрести покой и гармонию, одним словом не получают то, что на Востоке зовут дзен. Особенности энергии женщин. Если вести речь об энергии, то именно та, которую источают представительницы прекрасной половины человечества, считается созидательной. Она – основа всего происходящего. Мужские энергетические потоки, в отличие от женских, ничего не создают, у них совершенно иная роль. Но мужчинам нужна женская энергия, чтобы с ее помощью обретать внутренний баланс. Разница мужского и женского начал очень удачно продемонстрирована в небезызвестном черно-белом шаре, состоящем из двух частей противоположных цветов. Это инь-янь. Если предположить, что таким образом представлены мужчина и женщина, то получается абсолютно равнозначная модель. Женщины так же сильны, как и мужчины, просто проявляют они это иным способом. Думаю, что сила женщины начинается не со слабости, а с любви к себе, признания своей самоценности и уникальности. Женская сила или энергия женщины – это основа творения мира. Она является источником всего на свете. Наша женская энергия творит реальность. Именно она создает материальный мир. Она рождает и взращивает. Она манит и притягивает. Это вечная ценность. Она дороже золота и бриллиантов, потому что женская сила – это суть создания реальности, ключ к жизни. А потому мужчинам очень нужны женщины-музы для творения великих дел, детям – ласковые мамы, бабушкам – заботливые внучки с любовью в глазах. Энергетически сильная женщина нужна всем. Куда бы она ни пришла, где бы и с кем ни находилась, она пробуждает жизнь и энергию в этом месте, она создает собой энергетику пространства и наполняет ее вибрациями любви. В каждой женщине есть женская сила. Ее лишь необходимо правильно разбудить. В этом поможет воспитание с детства у девочки таких качеств, как любовь, сострадание, женственность. Во взрослой жизни поможет осознание желаний своего сердца, понимание, что сделает тебя по-настоящему счастливой. И, безусловно, раскрыть женскую силу может помочь мужчина. Женская сила вовсе не означает быть стервой или переложить всю ответственность на своего партнера. Женщина должна проявлять и дарить свою любовь окружающим, ведь именно женщины способны по-настоящему любить. Сильная женщина, встретившая достойного мужчину,
вдохновляет его, оставляет за ним право быть главой семьи и при этом в меру самостоятельно. Сегодня не редкость одинокая женщина, проживающая без мужчины. И в этом тоже ее сила, ведь она может посвятить свою жизнь детям или тем, кто нуждается в ее заботе. Она может жить ради кого-то. Мужчине это удается редко. Прилив сил, душевный подъем, отличное настроение, желание творить, вдохновение – вот симптомы высокого уровня женской энергии и признаки обретения женской силы, которую можно только почувствовать. И в этом ее главное достоинство и главная тайна. Поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!